Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую весеннюю жилетку для девочки. Вот с таким узором из тюльпанов снизу. Он очень шикарно смотрится. И ажурным узором вот вязаная вся остальная жилетка. Она застегивается на пуговицах. Вот. Эта жилетка подойдет на возраст ребенка 5-6 месяцев. Сейчас я покажу, какие замеры. Вот по длине данная жилетка на 24 сантиметра. По объему на 23 сантиметра, 23,5. На данную жилетку у меня ушло немного пряжи зеленой, розовой и желтой. И основного цвета достаточно одного мотка Alize Bella 50 граммах, 180 метров. Начнем вязать с вами вот такую красоту. Для сегодняшней работы я буду использовать 4 цвета. Это стопроцентный хлопок в 50 граммах, 180 метров. И крючок буду использовать номер 2,5. Набираем цепочку из воздушных петель. Я буду набирать 127 воздушных петель. Это приравнивается на 46 сантиметров. Набрали цепочку. Теперь будем вязать первый ряд. Для первого ряда мы набираем еще одну воздушную петлю и во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбики без накида. И так до конца ряда вяжем столбики без накида. Вяжем второй ряд, 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем второй ряд столбиками без накида. Провязали второй ряд, теперь вяжем третий ряд. Воздушная петля, разворачиваем вязание и в каждый столбик предыдущего ряда провязываем столбики без накида. Так вяжем до конца ряда. Теперь переходим на 4-й ряд, и здесь мы будем менять пряжу на зеленый цвет. Молочную пряжу мы не отрезаем, а будем приподнимать вот таким образом вверх. 1 воздушная петля, вторая и третья. Вязание разворачиваем. Один столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же провязываем второй столбик с накидом. Теперь пропускаем один столбик, второй столбик и в третий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же провязываем столбик с накидом.
Снова повторяем столбик 1, 2 и в третий. Провязали столбик с накидом, воздушная петля и второй столбик с накидом. И вот так довязываем до конца ряда. Вот зеленую пряжу мы отрезали. Теперь переходим на розовую пряжу. Присоединяем. Одна воздушная петля, вторая, третья для подъема и для узора одна воздушная петля. Теперь под воздушную петлю, вот между двумя столбиками с накидом, будем провязывать один столбик с накидом, не до конца довязываем, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом и четвертый столбик. Теперь все эти столбики, все эти петельки провязываем вместе одновременно. 1, 2 воздушные петли. Под следующую вот воздушную петлю между двумя столбиками с накидом провязываем 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый, и провязываем их одновременно. Теперь 2 воздушные петли, 1, 2. И так продолжаем далее. 2, 3, 4 и 2 воздушные петли. И вяжем так до конца ряда. И в конце ряда провязываем 1 воздушная петля, теперь провязываем вот столбик с накидом и поднимаем наш основной цвет, пряжу основного цвета. Вот так. И теперь розовую пряжу можно отрезать. И вот так выглядит наш ряд с тюльпанчиками. Вот. И теперь переходим на основной цвет. Приподнимаем пряжу основного цвета, сделали еще одну воздушную петлю для подъема. И теперь сюда же провязываем столбик без накида, под воздушную петлю тоже провязываем столбик без накида. Далее вот там, где мы вязали тюльпанчик, вершину, столбик без накида, и под воздушные петли 2 столбика без накида. Теперь снова в тюльпанчик, вот вершину, столбик без накида, и под воздушные петли тоже 2 столбика. И так довязываем до конца. И в конце ряда под воздушную петлю провязываем столбик без накида, и в кромочную воздушную петлю провязываем столбик без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание и провязывая ряд столбиками без накида. Так вяжем до конца ряда.
Вот мы провязали 2 ряда столбиками без накида. Теперь снова будем переходить на зеленый цвет. Закрепляем ниточку, а основной цвет отрезать не будем. Будем поднимать вверх. 1 воздушная петля, 2 и 3. Вязание разворачиваем. Теперь 1 столбик пропускаем. В следующий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же повторяем столбик с накидом. Далее 1-2 столбика пропускаем, в третий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же столбик с накидом. 1, 2, 3, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. И в конце ряда зеленую нить отрезали. Теперь присоединяем желтую пряжу. 1, 2, 3 воздушные петли для подъема, 1 воздушная петля для узора. И теперь снова вяжем тюльпанчики, только желтым цветом. 2, 3, 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли. 1, 2, 3, 4 столбика с накидом и 2 воздушные петли. И так довязываем до конца ряда. И в конце ряда провязали вот 1 воздушную петлю. И будем провязывать столбик с накидами и приподнимать нить основного цвета. Вот так. И желтую пряжу можно отрезать. Вот что у нас получилось. Вот такие 2 очень красивых ряда с тюльпанами. 1 розовый, 1 желтый. И теперь переходим на пряжу основного цвета. Воздушная петля, разворачиваем вязание, столбик без накида, под воздушную петлю 1 столбик без накида, вершину тюльпанчика тоже 1 столбик без накида, под воздушные петли провязываем 2 столбика. И так вяжем до конца ряда. Под воздушные петли 2 столбика без накида. Вяжем так до конца. 1 ряд провязали столбиками без накида, воздушная петля, разворачиваем вязание и еще 1 ряд провязываем столбиками без накида. Так, довязываем до конца. И вот кайму из тюльпанов мы связали. Теперь будем переходить на основной узор. Его будем вязать вот таким образом: 1, 2, 3 воздушные петли для подъема, развернули вязание, 1 вот столбик пропускаем, в следующий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же столбик с накидом.
так как мы вот вязали с вами зеленые ряды. 2 столбика пропускаем, в третий провязываем столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же провязываем столбик с накидом. Снова 2 пропустили, в третий столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так довязываем до конца ряда. И когда довязали до конца ряда, остается у нас один столбик, и вот мы его пропускаем, в следующий провязываем столбик с накидом. 3 воздушных петли, разворачиваем вязание, и теперь вот под воздушную петлю провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И вот так чередуем до конца ряда. Под воздушную петлю мы провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. И еще раз показываю. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И вот такой у нас основной узор. Вяжем так до конца ряда. Основным узором я уже провязала до проймы. У меня получилось, вот считаем, сколько рядов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. Далее я буду вязать, формировать пройму для данной кофточки. Для этого я разделила свое вязание вот на 3 части. Первая вот и вторая часть — это вперед, и вот там, где маркеры, это вот спинка. Наперед у меня ушло по основному узору, так, чтобы вам было видно, вот сколько ячеек: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Столько же 10 ушло и на вторую сторону, это то, что вперед, и это вот между маркерами спинка. Вот так. Теперь будем вязать каждую часть отдельно. И по пройме, до проймы, вот по сантиметрам, у меня получается 13 сантиметров я всего провязала. Вот я уже начала вязать первый ряд на первой передней полочке. Вот я провязала все по узору и дошла вот до последней ячейки. Здесь я буду провязывать таким образом: провязываю столбик с накидом под воздушную петлю, воздушная петля, и следующий столбик с накидом я провязываю вот именно в столбик предыдущего ряда. Вот так. Теперь 3 воздушные петли для подъема, развернула вязание, и еще 1 воздушная петля по узору. Далее под воздушную петлю провязываю столбик с накидом, вот так, и далее буду вязать уже все по узору, так как мы с вами и вязали. Вот таким образом. Я сразу вязала 2 половинки, вот одну и вторую. Всего провязала вот до горловины рядов. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. По сантиметрам
Это вот 8 сантиметров. И теперь будем делать убавление для горловины. На одной полочке я вот уже провязала элементы. И вот последний элемент, я его не довязываю, так как мы будем его убавлять. Показываю как. Провязываем столбик вот с накидом не до конца. Теперь сделали 2 накида, и там, где воздушные петли для подъема, провязываем 2 накида, и теперь все петельки провязали одновременно. Вот мы с вами убавили первый элемент. Перехожу на вторую полочку. Я так вяжу, потому что мне так удобнее. Так получается, горловину можно провязать везде одинаково. С этой стороны на второй полочке 1, 2, 3, 4 воздушные петли для подъема. Теперь под воздушную петлю я провязываю столбик с накидом и вот завершаю 2 петельки. Вот так довязала. И начинаю вязать далее узор. Далее все вяжем по узору. Теперь второй ряд убавлений. Вот я уже провязала до убавления. Будем убавлять этот элемент. Провязываем столбик в столбик предыдущего ряда. Делаем 2 накида. И провязываем их одновременно. Вот мы провязали второе убавление. Теперь переходим на вторую полочку с другой стороны. Здесь набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Теперь столбик с накидом провязываем под воздушную петлю. И далее продолжаем вязать все по узору. Вот так. Теперь вот третье убавление. Будем убавлять этот вот третий элемент уже. Провязываем столбик с накидом. Сделали 2 накида. И вот так мы убавили. Переходим на вторую полочку. Здесь 4 воздушные петли для подъема. Столбик с накидом под воздушную петлю. Провязали их вместе. И далее вяжем все по узору. Вяжем по узору. Я провязала в конце еще один ряд. И здесь у нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 элементов на плечику. Вот я его довязала. Как вы видите, горловина получилась симметричная, так как мы все вязали одновременно. И глубина проймы у нас получается вот 11,5 сантиметров. И теперь будем провязывать спинку тоже вот от маркера до маркера, так как мы вязали вперед. Теперь вяжем спинку. И вот я провязала уже спинку. Как вы видите, в последнем ряду я сделала убавление. Это мы сделали росток.
И теперь вот оставила ниточку, слаживаю изнаночной стороной 2 половинки вперед и спинку, и будем связывать, соединять эти 2 детали. Захватываем столбик с одной стороны и столбик с другой стороны и провязываем столбиками без накида. И вот так довязываем до конца. Соединяем, провязываем столбики. И вот такой шов у нас получится. И теперь будем провязывать планочку. Я с изнаночной стороны прикрепляем рабочую нить и будем провязывать столбики без накида. И вот так провязываем. Столбиками без накида до горловины. И вот довязали до самой горловины. Вот воздушная петля, и поворотными рядами вяжем опять столбиками без накидов вниз. Так вяжем вот второй ряд. Довязали до низа, сделали воздушную петлю, развернули вязание и провязываем еще один ряд столбиками без накида. Провязали 3 ряда, обрезали нить. И теперь переходим на вторую планку. Вторую планку начинаем вязать сверху с изнаночной стороны. Вот изнаночная сторона. Прикрепили рабочую нить и провязываем столбики без накида. Точно так же, как мы вязали на этой планке, провязываем вот до конца. Теперь вот со второй стороны, где будут располагаться петли, у меня провязано 3 ряда, 1, 2, 3. И вот в 4-м ряду я уже буду формировать петли. Как вы видите, вот у меня маркеры. Это я отметила, где будут находиться петли. Между маркерами вот я разделяла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель, и 8 ставила маркер. Вот на таком расстоянии у меня будут петли. Всего я их отметила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Вот когда я довязала до маркера, теперь цепочку провязываю из воздушных петель 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и столбик без накида. И вот такая петелька
у меня получается. Для моих пуговиц такой петельки будет достаточно. Вот, она сюда хорошо застегается. Далее снова провязываю столбики без накида. И снова буду провязывать такую же петельку. И так вяжем вот до верхнего маркера. После того, вот как провязали все петли на планке, будем провязывать по горловине столбиками без накида и провяжем 4-й ряд с той стороны, где будем пришивать пуговицы. На развороте вот здесь мы уже провязали один столбик без накида. Сюда провязываем еще один столбик. И еще, чтобы сформировать красивый поворот. И далее вяжем столбиками без накида. И вот так продолжаем вязать, снова показывая по горловине и 4-й ряд, там где пуговицы. И планочку для пуговиц вот мы обвязали, все оформили. Теперь нам нужно сделать обвязку по проймам. Здесь вот я показываю, как мы будем обвязывать проймы. Мы их обвяжем столбиками без накида. И вот так обвязываем проймы. Я буду обвязывать одним рядом. Вы, если хотите, можете обвязать 2 или 3 ряда. И вот так обвязываем по кругу одну пройму и потом обвяжем вторую. И вот такую красивую жилетку мы с вами связали. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!